У нас сегодня второй день в Москве. Собрались, и сейчас мы решили, что так как мы поедем к Василию, арендовать микроавтобус, потому что передвигаться по Москве очень сложно и очень дорого, если это делать на такси. Вчера вот мы 2 раза вызывали микроавтобусы, катались. Посмотрим, сколько за весь день выйдет. Хотим заехать в еще один магазин, по пути в магазин, и купить какой-нибудь подарок Василию на новоселье. Так она вся коцаная, чуть-чуть помятая. Нам, блин, потом не предъявят. Как думаете? Считайте, вон царапины. Тут это что у них, пленка или... Да, это пленка треснутая. Слушай, ну машина достаточно новая, автомат. И люк даже, Ваня, у тебя есть. Огонь. Так, ну давай, погнали. И открыть машину. Проверни бок. Ты шо? Извините, я из деревни. Она открылась. Вау! Ну слушай, мы тут все поместимся сегодня. Стопудово. Замечательно, продай бог, только чтоб не нахватать штрафов по городу. И еще чтобы нас ее не эвакуировали, если мы где-то будем парковаться. Едем сейчас к Петру, говорим, чтобы они выходили. И посмотрим тоже на их реакцию, что вот мы арендовали машину. Вот. А, я не перепутал. Привет! Стой, тормози. Видали, на чем мы сегодня? Петр Петрович. Здравствуйте. Сегодня мы мокнуть точно не будем. Ну, сегодня-то вроде как погодка нам, как говорится, благословит, наверное. Да. Картофель на пюре поели, бутербродики поели. Там сок попили. Ну, Что, да. кто-нибудь туда зовите, Вчера наверное? Петру Петровичу дали денежку, они там продукты купили, все. А вас 4, да? Да, места хватает. А это гигантская машина. Да. Сколько мы сегодня километров будем ехать? Много. Сегодня до Василия поедем. Он раньше был отшельником, он жил в лесу. У него там Вот это Василий? Да, у него палатка была, он 6 лет жил в лесу. Ему Дима купил участок, и мы сегодня едем смотреть его дом построенный. Вы прям вчера устали, да, под вечер? Ага. Сильно? Я сегодня вообще... И плюс замерзли еще Мы все что. поели, и сразу начали песни. Ксюша, там ты напротив зеркала спишь, твою душу заберут. А еще она на краю спала, я тоже на краю спала, только возле окна. Я такая говорю: Ксюша, ты знала, что те, кто на краю спят, у того из-под кровати рука вылазит и тебя заберет под кровать, и ты не вернешься. Привет, работяга. Приветствую. Привет. В машине О, всем едешь привет. и монтируешь, да? Я, да, рендерю. А, А вы покушали? Дима подошел, нас напугал уже, да, Да. мы перекусили. Дима подошел, сказал: здравствуйте, сегодня будет насыщенный день, потому что ты еще не знаешь, что будет. А сегодня будет много всего. Добро пожаловать. Ролик загрузил. Что, мы все в сборе, все поместились. Да. Петр Петрович нашел в кустах телефон, причем это iPhone. Сейчас попробуем его включить, у нас есть зарядка, посмотрим, может быть найдем владельца, отдадим, сделаем такое небольшое доброе дело. Хорошее доброе дело. Сегодня телефон это все я вообще. Действительно, Да. это и карточки, и номера телефонов, и контакты, и сообщения, и работа. Можно сказать, новый, ну, единственное, что грязненький. Так, ну пробуем ставить на зарядку. Так, а знаешь, у них должен быть типа О, вот да. Алло. Добрый день. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у вас мой телефончик, мы не можем никак с вами встретиться. Можно, конечно. Да, мы его нашли вот буквально минут 5 в земле. Мы его поставили на зарядку, включился, и вы как раз сразу позвонили. В такси расплачивался, достал кошелек, ну и телефон, видимо, выскользнул, я даже А, заметил. а это сегодня было? Нет, это было 2 дня назад. А, ничего себе. Да, да. Вы, наверное, уже и не ожидали, что он Я, честно, найдется. да, не рассчитывал. Потеряли надежду. Так есть. Все, Игорь, спасибо огромное. На 10 где-то ориентируемся, да? Лучше к 11. Да, мы точно... К 11. Хорошо, да. все, без проблем. К 11 давайте. Все, да. Все, спасибо вам огромное.
огромное. Да не за что, Спасибо пока, большое. ага, до встречи. Вот, Петр Петрович, видите, какое вы доброе дело сделали. Так что вечером еще и телефон отдадим. Вообще, у нас сегодня день добрых дел. Так, а сейчас идем выбирать подарок Василию на новоселье. Так, нам нужен отдел техники какой-нибудь, что-нибудь такое. Чтобы не ехать с пустыми руками, хочется сделать ему какой-то подарок в дом. Там, не знаю, сейчас подумаю, может быть, набор посуды возьмем. Может быть, набор кастрюлей, там, сковородок, чтобы ему там можно было кушать в новой посуде. Нас вспоминать при этом каждый раз. Вот такой подарок от нашего канала, от нас, от вас. Сделаем такой подарок. Ну вот, смотрите, столовый набор, 19 предметов, аж по 6 штук разных. Даже вот какая-то миска, я так понимаю, салатница. Неплохо же? Ну, что, маленькая, большая, средняя, все чашечки есть, весь набор. И с запасом он аж Но. по 6 штук. Коляска. О, супер. На 5 литров, правильно? Да. Как раз им они Ну, приготовили. литр, да, 5 литров. Да. И сковородочку, и надо одну на поджарку. Да? Маленькую. Ну, у них газовая горелка. Так она что делает? Нормально будет? Ничего не... Это на обжарочку, это тушить Ну, что-нибудь да, готовить. на обжарочку, там, где это яичницу пожарить. Так, пробуем. Да, да. Она. Ножи каким-то Да, я очереди. думаю, тоже неплохо же для разделки. А Ну, вот да. такой для овощей пойдет же? Тогда для хлеба-то возьми. Набор-то минимум 3 ножа-то стоит. Набор посуды, я думаю, им надолго хватит. Даже если будет что-то Да. разбиваться, Да, естественно. здесь прям с запасом. Ну, кастрюля, суп, Ну. все что угодно. Прям на несколько раз Зажарить, поесть, поджарить, пожарить, что-нибудь. потушить, кружки, ножи. Поэтому у них полный кухонный комплект. Я думаю, теперь будет. И мы этому очень-очень рады. Берем с собой водичку, может быть, какой-то перекус и отправляемся в путь. Так, тут Дима что-то уже взял. Все уже. Вручение шариков произошло. Вы дяде Диме спасибо сказали? Да. Смотрите, я Ну, молодцы. Все, настроение поднимается. Да. Ну и круто. Друзья, мы вам часто рассказываем и показываем истории людей из глубинки. И сейчас я вам хочу рассказать еще одну такую историю. В Тверской области есть очень необычная деревня, в которой живут половина русских и половина таджиков. И наши друзья с канала Урюк и Клюква сняли видео о том, как живут эти люди бок о бок в одной деревне. И рассказывают о том, как вообще таджики оказались в этой деревне. Самые хорошие люди – это русские люди. Я уважаю. Русский человек я вообще уважаю. Вот они, смотри, какие. Я их люблю до страсти. Они как увидят меня, так кричат: баба Дина. Он еще бежит. Ах, видишь, цветы дают мне. Вот так. Когда-то мы все жили в одной большой стране, в Советском Союзе. И, казалось бы, сегодня разделены границами и стереотипами. Но есть простые люди, которые помнят, каково это жить по-добрососедски. Поэтому, друзья, я вас всех хочу попросить, чтобы вы перешли по ссылке в описании, посмотрели их новый ролик, подписались на их канал. У ребят очень много интересных и добрых видеороликов про дружбу народов. Ссылку на канал Урюк и Клюква мы оставим в описании к этому выпуску. И прямо сейчас мы отправляемся к Василию в гости и посмотрим, как он там живет. Валер, едешь к Василию, и Ваня тоже едет к Василию. Подпишись на канал Игорь Медов. Солдат спит. Солдат ест. Спустя, наверное, Сейчас налево будет 2,5 поворот, часа приехали, уже начало темнеть, хотя время 5:30. Очень много людей, вот смотрю, живут, стоят машины, Так, ну мы к Василию дома. подъезжаем. всякие Видите, вот разные. колодец, это уже участок Василия. Здесь А где машины колодец? стоят. Вот. А, вон его колодец. Припарковали машину, выгрузились. Пойдем к Василию. Вон он стоит уже. О, смотрите, какие яблоки растут, прям дерево. Колодец септика.
Привет. Здорово, Игорь. Как дела? Нормально, потихоньку вон работаю. Весь мокрый. Ну а что делать, работа. Что делаете там? Сейчас полы докачиваем, беседку. Петру Петровичу же он про колодец показывает, рассказывает. Петр Петрович, видите, яблони растут прямо на участке. Да, я вижу. Прям Не красиво вижу. сразу. Хорошие яблони уже. Вот этот участок, он зацепил, да, зацепил именно вот, ну, знаешь, как-то вот душевно здесь. Да, Вот. комфортно здесь. Да, комфортно будет. Да, вот, свои яблоки, вот, свои эти ранетки, забор. компотно, Конечно. хоть что. Запах Плюс- какой вообще здесь обалденный. Прям Плюс чувствую. через 4-5 лет, это сейчас как СНТ, здесь хотят поменять форму, как юридическую форму. Мгм. с Ну, СНТ. ИЖС, да? Ну, видимо, ИЖС. Я в этом не силен, но можно будет сделать прописку. Василий, покажете ваше владение, я бы сказал бы. Сам я родом из Чувашии. Там и жил, и учился. Также и в армию ушел, призывался оттуда. Я 24, я вот, грубо говоря, женился в 13 году. Вот, считай, мы где-то, наверное, с месяца 7 пожили там. Сюда приехал, то, что с чистого листа все начать, а что было вот... Это с Чувашии в Москву. Да. 25 мне должно было быть. Мгм. Тогда вот я в сентябре уехал. Вот, мы сюда приехали. Я не один в семье, ребенок. Там у нас сестры есть. Одна вот в Москве, другая там осталась. Грубо говоря, чтобы обузы не быть и чтобы вот толпы не создавать, решили сюда. Ну, как говорится, руки, ноги есть. А образование какое у вас? Среднее у меня образование. По профессионально, вот ПТУ или что-нибудь там университет нет. Вот я сейчас собираюсь. Вот у меня вот здесь соседи есть. Вот поговорил так более-менее. Вот поступить на этот, как говорится, железнодорожный институт. По постфактуму, короче, мне выгоднее поступить туда, потому что почему? По военной вот образование, то, что я в армии был, это железнодорожник, а это железнодорожный вот как раз самый лучший, чего не найдешь, да. Вот собираюсь поступить и все. А вот в чем вот смысл, почему мы оказались в лесу? Вот мы как приехали, попалась такая, не то что компания, мы думали, что это приятели, знакомые такие нормально адекватные люди, но тут вчера рассказывал то, что цены начали повышать на квартиру, на еду, на содержание вот, животных хватало, а вот уже на обувку уже перебор. Ну, то, что они вот так прыгали, то поднимают, то спускают, то поднимают, то спускают. За аренду. Да, надоело уже, непостоянка. Мы нашли определенный вариант, вот это, подготовились, потом уже потихоньку так обшивались, ну, чтобы не дуло, не это. Конечный вариант у нас ближе где-то, наверное, к сентябрю или к октябрю мы уже определенное нашли место, и уже там полностью каркас я поставил. Так это его сколько за месяц сделали? Ну так, логически, дней 15, втором у нас общий вышло. То, что я видел последнее, это не было еще вот этого крылечка. Еще будет доделаться, то есть это предфинальная стадия. Финальную стадию, Ром, в воскресенье, да, уже можно будет увидеть. Раствор у нас идет песок, глина и опилки. Вот, это вот то здесь самое. где-то замешиваете? Да, бетон-мешалка, вот, то, что это получается, как в Украине, как мазанка, да, уж полокивающая, но не мазанка. А насколько это надежно? Ну, достаточно надежно. Я вот рассказывал случай, когда в Великую Отечественную войну были такие дома стояли, ну, в деревнях, да, и снаряд попадал, ну, не разрывался, да, тут такой дом просто выбивал, допустим, чурку, ее обратно вставляли, замуровывали. И никаких... Просто сейчас вот такого же не встретишь, ну, практически никто так не делает. Да, сейчас только, вот, знаете, Европа на это переходит. Вот, если... Европа да, переходит? прям очень много у них прям это все. Они это... Во-первых, вот попробуй, подойди, вот понюхай сам, вот, Игорь, то, что запах вот... Ну. Запах дерева. Вот. То есть, допустим, там такой же дом бы, если там из сибита, из кирпича было бы строить, ну, было бы стоить построить, допустим, там 1,5 миллиона, а так это выходит там 1500, допустим. Ну, то есть гораздо дешевле строить, допустим, вот так, но при этом плюс-минус то же самое. Не забывать силы свои, то есть ты, если вкладываешь свои силы и время, то это вообще будет практически бесплатно, да? Если сам делаешь. Если сам делаешь, да. Это потом как-то еще можно облагородить, Есть еще что-то методы, сделать. Да, есть, можно, значит, вот делают раствор чуть глубже, да, чтобы пеньки выступали, их шлифуют. Это первый способ. Второй способ, их можно просто все заштукатурить, но заштукатурить обязательно глиной, потому что только глина может дышать. Если вы ее там бетоном заштукатурить, то потом уже она будет начнет гнить. Сейчас мы живем в такое время, когда стоимость на материал, она, к сожалению, очень выросла. дорого. Многие люди мечтают о том, чтобы построить свой дом, но опять же финансы не позволяют. Брать ипотеку — это тоже своего рода кабала. И вот такой дом можно построить самому, то есть доступный дом каждому. Да. И это очень здорово. Вот эта вот идея нам понравилась. Мы когда покажем конечный вариант, вы увидите, насколько все это красиво. Плюс технологии в том, что можно легко сделать любые пристройки. То есть это не сложно.
А каково это было, вот вы жили в комфортных условиях, тут взять и в никуда, первое можно время, да, сказать, тяжеловато уехать? то, что, да, помыться, это... Депрессии такого не было? Нет, такого ничего? сразу, ну, мы уже логически к этому готовились. То, что, Психологически готовились? да, то, что, чтобы не депрессняк не было вот это, чтобы не психовать. А куда уже психовать, а куда ты пойдешь, вот логически. Нас уже и участковый проверял, и, грубо говоря, с РУВД, да, вот, чтобы мало ли ну, мало ли кто там сидит, да, вообще. да. Нас полностью проверили по базам, как говорится, не грешно перед законом, то, что все хорошо, все в порядке. Просто ситуацию тоже так же объяснили, они поняли, периодически, не постоянно, вот, может, раз в полгода, вот, чисто с РУВД, а участкового раз в месяц так подходил, мог. А сколько вот на том месте прожили? Ну, 6 лет, где-то 6, наверное. Обалдеть. 6 лет там жили. Ну, это, знаешь, это Ну, то есть... привыкаешь. 6 лет, Петр Петрович. Ну, а там только Петр проблема... Петрович, вы представляете, что вы в лесу? Представляю, ну, что такое. Это же очень сложно. Нет, это первое время тяжело, да, потом уже привыкаешь. Потом вы к просто этому. адаптировались, человек да, такой, да. кто привыкает ко всему. Да, и то, что, да, плохо летом, это продукты вот скоропортящие много не купишь, да, вот ты уже определяешь чисто на сутки. Какие планы на будущее? Ну, какие планы? Уже, грубо говоря, обустраиваться, как говорится, самому, ну и уже, как говорится, может, и ИП открою. Да, Вот, да. все может быть. У меня желание просто, как говорится, работать сам на себя, чтобы работала, а, как говорится, не на кого-то. Я думаю, все 100% получится. Да, конечно, получится. Это нужно... Просто на все время надо. Да, это, во-первых, желание нужно человека самого. А если у человека желания нет, руки опускает туда, там уже все это... А видишь, у меня желание есть и руки есть. Я думаю, сейчас прям очень сильно замотивирован, тем более Да, после таких перемен. вот то, что, грубо говоря же, и сейчас уже потихоньку обратно же на ноги стою. Но я, правда, в шоке, конечно. Получается, вот это строение, это еще не конечно, то есть ты хочешь еще строить, Потом расширяться. уже, да. Все равно там ребятишки Ну, когда-нибудь появится, появятся, да. Получается, здесь будет печное отопление. Уголь, либо дрова. Ну, без разницы, да, что горит, то и сжигать можно, да. Вот эти стены, оно как... тоже штукатурить, тоже штукатурка будет, вот это все. Ну, то есть финишная штукатура, как в любом доме. Да. А она вот такая и будет мокрая? Ну, Нет, ей её только надо- 3-4 дня этой глине-то. вы недавно так как положили? нету солнца, да, мы Просушивать. поэтому не можем ее просушить. А здесь нужно поставить печь. Печку, да. Печь, да, скоро приедем, мы ее будет поставим. суши, конечно. И все будет, да, у нас сохнуть. А она потом высохнет и потом как цемент будет? Конечно. Да, вот. Я вот у себя, кстати, когда делал баню, забыл сделать воздуховод, ну чтобы... Я 40 минут лому махал, чтобы вот такую бревнушку выбить. Девочки, вы как, удивлены? Я думаю, он будет маленький, а когда зайдешь... Ну, все так думают. У меня и соседи тоже приходят, ну, маленький будет, маленький. Я говорю, я тоже сначала думал, вот. Но вот сейчас вот достроили мы более-менее, уже видно, что это для 2 человек, вот, грубо говоря, это помещение. Ну, тем более ты планируешь достраивать, поэтому это, в Ну да, принципе, потихоньку нормально. уже, да, конечно. расширяться вот это. А думали, где что будет располагаться? Здесь уже есть какое-то представление? Ну, пока есть предположение, но пока, видите, здесь надо закончить чистовую отделку, вот, грубо говоря. А так предположение уже есть, где что должно быть. В этой части будет, ну, как говорится, здесь диван, например, вот, да, вот, где вы стоите, например, ну, там наподобие кухни. Вот с этой стороны там или душевая, или кабинка, ну, кабинку уже, да, вот, чтобы, грубо говоря, потом я сам выведу уже этот, как говорится, трубы. Здесь, например, вот можно санузел сделать небольшой такой. А когда планируете уже прям вот, можно сказать, заселяться сюда? Скоро. День рождения буду здесь уже справлять свое. А когда? В ноябре 29-го. Ну вот, я говорю, месяц, там полтора, да, Да. вы сюда делаете. Я думаю, здесь что рано еще делать каких-то выводов именно по внешнему виду. То есть здесь надо подождать, сейчас это все высохнет, вы с ребятами все это облагородите, и потом просто людям надо дождаться, кто там, может быть, скептически относится, дождаться, когда здесь все уже будет доделано, а потом уже, может быть, там где-то ругать, где-то хвалить еще. То есть пока еще, думаю, рано. Ну, ругать, как говорится, вон, Дмитрий говорит. Роман мастер спорта по боксу, поэтому лучше не ругать. диван. Поэтому, друзья, я думаю, надо дождаться и нам всем потом посмотреть, что же в итоге получится. Интересный дом. Я впервые вижу такой дом. Вот когда Дима пришел первый раз, а какие были мысли вообще? Не, я вообще... Что за ребята там? Нет, что я они сначала его пришли? не знал. Жена, говорит, смотрела, супруга. Она говорит, где-то я увидела, говорит, только до не этого знаю. видела его? Да, она просто пока на работе, грубо говоря, там, ну, в интернете посидеть там. А ты, говорит, прикинь, если они с Ютуба. Ты думаешь, говорит, где-то я точно там, наверное, видела. А потом бац, ага, выпуск выходит. Был просто в шоке. Мне, короче, начали звонить.
ну сколько, через, наверное, неделю вот так. Тот звонит, этот звонит. Ты чё, Знакомые? говорит, да, в Ютубе, ты что там делаешь? Я говорю, какой Ютуб? Ты смотри, говорит. Захожу, смотрю, ох ты, за голову схватился, я говорю, а уже куда? А там ты же еще в семейниках вышел. Да. А Дима говорит, это то, что, говорит, правильно, мы без предупреждения пришли. Ну там тогда жарко было. Да. Уже привык. Ну и ты по-простому, конечно, ты у себя дома там вышел. Да. Я не ожидал, просто кто знающие люди, они сразу кричат, там есть кто-нибудь этот, чтобы собак прикрыть и не выбежали. Ну ты еще, наверное, был удивлен, ты зажат, закрыт, да, немного, ну, что видишь, не понимал, что происходит. В то время я так разочаровался в некоторых иных числах людях. Почему я так казался в первое время тоже скрытный? Ну, не доверял я. А тут вот потом уже, говорю, уже потихоньку вот начали общаться, вот снимать они. Вот уже понимаешь, да, они не со зла все это делают. Где-то первые 3-4, наверное, 5 роликов, да, было дико для меня. А потом, грубо говоря, свои все мозги в кучу собрал, успокоился, сейчас уже... Я так понимаю, все равно ты жил, у тебя было свое представление о мире, о людях, об обществе, а тут, грубо говоря, люди появились, и у тебя совсем по-другому перевернулось все с ног на голову, твое представление, оно поменялось, ну, о людях, да, и сейчас вообще все по-другому. Вот есть нормальные люди, есть вот балбесы, вот тоже, вот поэтому все поменялось. Самое главное, что в лучшую сторону. Ну, это да, это самое главное лучшее. Если сравнить то, что насколько тяжело они раньше жили, и то, как сейчас, как его жизнь перевернулась, поменялась с ног на голову, я думаю, он вообще до сих пор, наверное, не понимает, насколько в жизни все так меняется. Вещей, да, для меня это шок вот пока, да, но не перестаю удивляться вот логически, но когда ты делаешь это собственными руками, вот с Романом делаем, ты это уже понимаешь и, грубо говоря, по-другому относишься. А если ты, например, вот, ну, вот купленный тебе вагончик поставили, ты думаешь, ну, ерунда вот логически. Не ухаживаешь. Ну как не ухаживаешь? Ты ухаживаешь, да, вот логически, но как-то отношение совсем другое. Не, здесь комфортно, мне нравится, прикольно. Двойная польза от поездки в Москву. Во-первых, посмотрели красивые места, во-вторых, заодно Петр Петрович, так как вот так вот, человек с руками, то есть я увидел то, что он посмотрел, прикинул и уже такой, ага, все, я понял, что надо делать. Возьму обязательно. Здесь действительно их вот так отшлифовать и это покрыть их. Красота будет офигенная. Не пожалели, что приехали? Нет, что приехал такую аж за 70 километров от Москвы сюда. Этого стоило. Ну да, стоило посмотреть свою воочию, как говорится, своими глазами. Ну посмотрим, ребята обживутся, мне даже интересно будет, как это все потом будет выглядеть и как они сделают. Но это вы уже сможете посмотреть у Димы на канале, не знаю, месяца через 2-3, я думаю, у них уже выйдет там финальный результат. Очень рад за вас, что все здорово. Главное, есть вот канал такой, что помогает, грубо говоря, подписчики, вот то, что смотрят и не равнодушно остаются. Вот это только в основном вот это помогает. Меня волнует вопрос также, я думаю, как и многих. Как получилось то, что посадили на 10 суток? Я догадывался, что должны, нет, вот сделать документы нужно даже на мопед. То есть на мопед права же нужны? Сейчас даже на электросамокаты, на электровелосипеды, если у тебя больше 3 киловатт, там документ уже тоже. То есть Дима, по идее, подарил, но кататься нельзя на нем было? Сначала мы по логике думали, можно. А тут, оказывается, года 4 назад, видишь, я в лесу-то 6 лет жил, года 4 назад уже официальный документ, то, что этот закон вышел, то, что вот... Нужны права. Даже любой вот мопед, вот это, нужен права. Вот. Мне пришлось вынужденно, поехать жену встречать, если здесь под рукой мопед, а не велосипед крутить не надо. Они могли бы не тормозить, но у них тот день, короче, получилось. И начальство вышло было тогда. Рейд, короче, был. Да, рейд был, вот. Хочешь, не хочешь, начальство сказало, но типа уже давно нету. Таких именно, как мои нарушения случаев, не было. Ага, надо, говорят, все, чтобы для галочки поставить. Ну вот и как раз я подал. Ну понятно, ну ладно, они бы могли бы забрать, ну фиг с ним, забрали бы мопед на состоянку, выписали штраф, а почему закрыли-то? Перед этим, перед выездом за день мы ходили, короче, знакомиться. Там то ли председатель вот этого СНТ день рождения, что ли, был, то ли что. Ну, чуть-чуть дали. Шутка в том вышла, что... Похмелье состояние. Во-первых, похмелье, а во-вторых, я еще квас пил. На натуральное брожение, а не газировку, а натуральное брожение. Но он учуял. Он говорит, да, я, говорит, вижу, запашок слабенький, говорит, да, может, и вчера выпивал, а сегодня просто этот часто пьешь, то что сушит тебя, говорит. А тут еще и начальство это слышало, говорит, блин, и сам виноват, говорит, логично. У них же микрофоны там все это. Да, блин, говорит, а уже на попятну не пойдешь, говорит. Они, чтобы муштара вот это не была, вот бегать,
им же надо было, пришлось бы меня отвозить в больницу, Да, засветить. медосвидетельство. Они долго не думая, чтобы геморроя не было, они просят людей отказаться от медосвидетельствования. Есть, да, Петр Петрович? Да. Если отказываются тебя, они забирают. Да, типа, ну, Да. они говорят, типа, ненадолго, а тут в результате оказывается то, Да, что да. не они решают, а судья решает. У меня был такой аналогичный случай. Да? Но работал механизатором и как раз на ферме работал. Раздавал сенаж. Ну, на тракторе заводишь, они пока там скотника с телеги поскидывают, а этот гарь, пыль это вся. И так, ну, чуть майка с похмелья, да плюс вот этот гарь, глаза красные, а это зима была. Я только выезжаю с ворот, тепло и холод. Сразу раз попотные тогда в тракторе. Ну, проехал, остановился, да. И они, вот они, лесники, пьяные. Я говорю, вы что, какой пьяный, блядь? А что у тебя глаза, ну, такие красные, как у этого? Я говорю, зайдите там, подышите маленько. Пошли протокол нас составлять. Ну, все, поехали на свидетельности. Ну, свидетельство пройдем. Да поехали, да. Мне привезли в Тогучин. Она говорит, здесь подожди, сейчас мы тебя свозим. Меня раз к мировому судьи, а мне сутки. Ну, тебе тоже, и все. И ничего не успели понять, да? Быстро. Конечно, и меня раз на сутки закрывают. Видишь, Игорь, перед судебным этим заседанием такая стоит. Где-то я вас видела, говорит. Ну, я обычно, когда, ну, люди говорят, где-то я вас видела, я говорю, не, говорю, ошибаетесь, ну, первоначально. А уже когда уже компромат покажет, точно же, говорят, это вы, говорят. Ну, уже отказано, я говорю, я. Ну, и вот так, по закону, логически, она дала и так меньше минимум, могла и пятнашку впаять. Чтобы вы понимали, Василий, он не был пьяным, как я думаю, многие думают, там, кто читал комментарии, просто было состояние похмелья, конечно, в идеале, там, садиться нельзя было. Так понимаешь, что, ну, не было, чтобы голова окружила, что-то такое. Не, он сам ППСник, говорит, ДПСник. То есть чувствовал ты себя как, нет, ну, вообще стекло, абсолютно нормально? Говорит, ты не нарушал, говорит, спокойно ехал, вот, говорит, на обочине, ты не вот так ехал, говорит, по обочине ехал, никому не мешал. Остановили, потому что шлемов нет. Да, еще и шлема не было, из-за этого, говорит. Если шлем был бы, говорит, проехал бы, говорит, даже не заметили бы тебя, говорит. Тут шлемов не было, говорит. Лучше вообще, конечно, не пейте и никогда не садитесь за руль с похмелья. Я вот, если когда там бывает, мы собираемся с друзьями, какие-то праздники, вот если там я, допустим, выпил, у меня, может быть, на утро будет по похмелью, я никогда в своей жизни не сяду за руль. То есть я пережду день-два, поезжу на такси, на общественном транспорте, но не сяду за руль. Поэтому вам тоже не советую. Учитесь на живых примерах, на Василии, на Петре Петровиче, что тоже случалось. Я думаю, вообще, в принципе, у многих людей такое случается, поэтому лучше переждите, чем вот, не дай бог, там, оставлять свою семью, работу там, на время, а кто-то еще может и рабочего места своего лишиться. Поэтому будьте, тут, видишь, будьте умны и не делайте таких ошибок. Василий буквально там еще 3 месяца назад он жил на улице. Вы можете себе представить? Видите, вот кусты? И вот он также глубоко в лесу построил себе из полиэтилена и палок, вот поставил палки, тонкие ветки, и вокруг обтянул полиэтиленом и жил там несколько лет. Без каких-то удобств, условий. У него не было вообще ничего там. Так это же было Холодно, конечно. И вот видите, слава богу, что появились люди, которые помогли ему, что жизнь, она бывает разная. Почему мы вас сюда привезли? Чтобы вы посмотрели, что люди живут по-разному. Да, вот мы были в Москве. Москва — это огромный город, где очень много людей. И, в основном в Москве, да, там вы видите, что она ухоженная, она красивая, много дорогих машин, город такой шумный. И это одна сторона жизни, что там вот можно жить хорошо, можно жить так, как вы мечтали, то, как вы хотите. Но есть и другая сторона, что люди, бывает, живут совсем в плохих условиях, очень бедно. Я думаю, вы сами, может быть, станете гораздо хуже, чем вы раньше жили. Тут люди вообще, вот Василий, он жил вообще без условий своей там девушкой, женой. Мы очень хотели бы, чтобы вы стремились бы всегда вот к той жизни, о которой вы мечтаете. И когда будет там плохо, вы будете думать, что что-то не получается, не опускайте руки, всегда стремитесь к хорошему. Девочки, готовы дарить подарок Василию? Да. Ну что, пойдемте, неожиданно это сделаем. Он сейчас там общается с Димой, со всеми ребятами, да? А мы быстренько пойдем и теперь несем подарки. Каждый по пакетику. У Юли даже взяла шарик. Василий, мы к вам не с пустыми руками. Коль скоро новоселье, мы решили, чтобы у вас на всю вашу семью, на гостей была новая посуда, было с чего кушать. Теперь девочки. Сковородку, чтобы обжаривать.
Чтобы тушить. Ну, спасибо. Обжаривать что-нибудь, блинчики жарить там. Ага, Маленькая спасибо. сковородка. Вот дядя Вася. Шарик тоже. Ага. А это вам кружки вместе с ножами, чтобы можно было пить чай и резать. Бутерброд хлеб делать. вместе с картошкой. Да. Да. Ну там разных 3 ножа для разного мяса, Ну, для понял, хлеба ага. и так для овощей. Самое такое основное, которое, как говорится, без чего ни в одном доме не обходится. Это кастрюля. Мы тоже смотрели, выбирали большую, Ага. маленькую, взяли, выбрали такую среднюю, на 5 литров. А нам много не надо, Отлично, двоих, чтобы можно супчик сварить, Конечно, приготовить или там что-нибудь другое. Ага. Пожалуйста. Спасибо, Василием. спасибо. Так что Да, дай огромное бог, спасибо. Василий, обживайтесь. Мы очень надеемся, что ваша семья будет расширяться, пополняться, расширяться дом. Дай бог, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо Диме и всем Каналу ребятам, кто Сансара, помогает. каналу Все Темна. огромные молодцы, кто поддерживает. То, что я смотрел в роликах у Димы, для меня Василий, он раскрылся вот в одном свете. А когда я с ним увиделся лично, пообщался, Это совсем разное. я абсолютно был удивлен, насколько Василий, он образован, он эрудирован, он внимателен. Девочкам вчера ходил, объяснял, рассказывал про Красную площадь. Настолько человек приятен, что я прям рад, что познакомился. И на самом деле таких людей немного. И хотелось бы, чтобы у него все было хорошо в жизни, и он этого, я думаю, заслуживает. Ну, Игорь, видишь, это, Вам как говорится, коммуникабельность всегда приятно, нужна да, для было человека. Да. познакомиться. Читал у Димы комментарий, что, может быть, там Василий выпивает, вот его троллят, можно сказать Да, так. да, да. Но я не видел ни одной бутылки, ни алкоголя, ничего. И мы с Василием уже второй день, ну, гуляем, находимся вместе, никакого ни перегара, ничего такого. Вот. И люди, которые они выпивают, они Постоянно. выглядят совсем по-другому. Василий адекватный, хороший, добрый человек. Ну и думаю, адекватные люди, конечно, все и так все понимают. Послушал сейчас его историю о том, как он оказался в такой ситуации. Из-за чего он был? И решил, видать, все-таки это, как говорится, чтобы ни от кого не зависим, сам по себе, как говорится, сам хозяин, все такое. Все равно в лесу там, сколько бы ты ни жил, как бы ты ни 6 жил, лет тем более, это очень тем более сложно. в палатке. Месяц-два перекантуюсь, как говорится, ну, то есть Да. побуду там, там, может, где-нибудь что-нибудь подберу себе более-менее И хорошее. засосало просто. Да, и получилось так, что может быть, он и, может, к кому-то и обращался, может, ну, я имею в виду, по первости, это по-любому он к кому-то обращался, просто он не говорит, потому что, может, ему и неохота говорить, или стыдно, потому что он понимает это все. По последним его разговорам, он говорит, я уже более-менее начал и подзарабатывать, все такое, уже у меня были мысли, чтобы где-то как-то, ну, получилось так, что, как говорится, его заметили. Как говорится, добрые, нормальные люди. Люди не просто все такие вредные, как говорится. Но есть люди, которые помогают. Ну, таким людям, да, спасибо, что помогают, вытягивают, как говорится. Так-то да, молодец, сейчас я смотрю вот на его, он это, духом воспрялся, поднялся, вот сейчас он, говорит, даже собирается, даже если восстановить эти полностью документы, куда-то поставить, поступить дальше учиться, тем более, чтобы нормально работать, все такое. У него есть цели на жизнь, это самое главное. Цель, стремление у него полностью появилось, все. У него просто до этого, может, желание только было. Желание это одно. Это одно. А вот когда есть цель и стремление, и желание, вот тогда другое дело. Там ты к этому стремишься. Да, он ему вот схожий чем-то маленечко. Тяжело, но, как говорится, ну, с горя пополам, как говорится, я это, ну, то есть это сильно не опускал руки. А он чуть-чуть маленько это опустил руки сильно. Но потом уже, когда, видать, это понял, что он начал эти руки майка поднимать. И вот в этот момент как раз ему вот предоставился, как говорится, шанс. Так же самое, как и мне шанс был предоставился. У нас 2 человека. Василий, он в Подмосковье живет. Я живу в Новосибирской области. Нас разделяет несколько тысяч километров. Не полностью схожая судьба, но у нас схожесть тем, что нам помогли блогеры, которые занимаются на канале это Ютубе. Они помогают людям конкретно, в действительности помогают. А не так, что как некоторые на словах, там, или так, просто чуть-чуть подачку подали, да и все, как говорится. Огромное спасибо говорю. И много раз могу сказать им спасибо. Пожелаем всего самого наилучшего. И пусть их канал всегда процветает. И больше, чтобы таких было людей, которые могли кому-то что-то помогать. Потому что у нас в стране много таких людей, как я, как Вася. Они вообще молодцы. И огромное им спасибо. Дай Бог. Спасибо, Петр Петрович. Мы подъезжаем к тому месту, где мы нашли телефон. И сейчас туда приехал владелец
Петр Петрович, так как он нашел этот телефон, он его, думаю, и вернет. Здрасте. Спасибо Ну огромное. как вы так умудрились-то телефон потерять? Да ничего не надо, Не, ну мужики, успокойтесь. ну в натуре, ну спасибо. Тогда Петру Петровичу. Ну, Петр Петрович, спасибо вам огромное, потому что реально карты там все привязано. Мужики, Не все, теряйте. прям респект вам. Спасибо. Да, может, Спасибо случайно, большое. вы вышли, Спасибо, спасибо. До свидания. Друзья, ну вот на такой счастливой ноте закон вселенной работает, вы сами видели, человек сделал добро, оно ему вернулось. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Друзья, подписывайтесь на наш канал, переходите на канал Димы, посмотрите всю историю с Василием, если вы не видели, как тот момент, когда они познакомились, видели, в каком состоянии был тогда Василий, какой он сейчас, как шла этапы строительства, все вот эти моменты можете перейти посмотреть, Диме будет очень приятно. Петр Петрович тоже увиделся, посмотрел, ну вы сами видели его эмоции, его мнение по этому всему поводу. Я так понимаю, то, что у нас будет 3-й выпуск в Новосибирске снова. Петр Давайте. Петрович в гости, Василия позвал. Ждем в гости Когда еще? обязательно. Достраивайтесь, приезжайте, конечно. Друзья, ну вы знаете, что делать. Да, друзья, ставьте лайки. Ну, мы в этот раз мы, наверное, не будем просить там, как мы это делали в прошлый раз, 100 тысяч. Мы знаем, что вы и так, наверное, их соберете. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь тоже, поставьте лайк моему ролику, Диминому ролику. Нам будет очень приятно. Мы очень надеемся, что вам понравился наш выпуск. Также подписывайтесь на наши инстаграмы, на наши 3 инстаграма, на мой, Ванин, Димин. И увидимся с вами через неделю. Пока.